Ладно, все, полетели. Салют, друзья, меня зовут Макс Юн, это канал АБСБ. Сегодня мы поговорим об АБСБ. Сегодня мы приехали в гости домой к Юрию Самойлову, также известному как Мандулаю, бойцу команды «Партизан-1» и одному из тренеров питерской школы АБСБ. Юр, привет. Ассалям. Слушай, а ты как, один из тренеров или ты там главный тренер у нас? Я, кстати, не знаю. Я сам не знаю. Я, скорее, наверное, руководитель школы сейчас. Руководитель школы, окей. Ты недавно, сейчас я скажу, все будут завидовать, вернулся из Бразилии. Да. Ты что там делал? Я там отдыхал, море, солнце, песок. В последние 2 дня. Все остальное время, конечно же, это была тяжелая работа. Ну, хорошо. Ты поехал туда тренировать местных ребят, проводить им семинары. Семинар, скорее. Это был один семинар для подготовки ребят к аттестации на тренера HMB и на бойца 3-го разряда. Боец 3-го разряда. Ну, Хорошо. мы взяли нашу российскую систему, 3-й разряд, 2-й. Хорошо, давай тогда начнем сначала. Как вообще это случилось? То есть я знаю, что вы проводили какие-то онлайн-курсы для этих бразильцев. Вот с чего все началось? Кто на кого вышел? И вот расскажи, пожалуйста. Началось все с того, что мы, в принципе, начали открывать школы по России. И для этого нам потребовалось, чтобы в школах были тренера сертифицированные. Вот. Поэтому мы начали составлять программу для этого. И по этой программе, соответственно, люди готовятся на бойцов 3-го разряда и на тренеров. Для тренеров, соответственно, программа чуть больше. Вот. Вышли на нас через Игоря Кравченко. Это руководитель всех школ ИСБ в России. И, видимо, всех школ ИСБ. Вот. Для иностранцев это является HMB Academy, потому что у них нет такой формулировки, как школа. Вот вышли на него и спросили, как им получить сертификат тренера и, соответственно, бойца. Вот. После чего их мы уже перевели на нас. Так как у нашей школы питерской уже есть практика проведения подобных, как сказать, семинаров, обучающих программ. Вот. И мы взялись за это. Хорошо. Вот, парни в Бразилии, а вы в Питере. Это была сложная подготовка, нам помогал известный нам Паша в этом вопросе. Вот. Привет, Паша. Он там машет за камерой. Вот. Нужно было добиться результата, чтобы мы видели их, они видели нас. То есть, чтобы они видели нас, это все просто, конечно. Чтобы мы видели их, это было чуть сложнее. Поэтому мы поставили большущий экран, проектор, потому что нам надо было видеть, как они повторяют то, что мы им показываем. В принципе, курс базовый на год, он несложный, и, в принципе, люди, которые занимаются HMB, все понимают, все знают. Но есть тонкости, нюансы, которые мы должны знать, что они точно это понимают. Поэтому нам надо видеть, что они повторяют за нами, повторять правильно. И, как показала практика, корректировки действительно нужны, и они были. Что вы им показывали? Ну, там состоит программа из 3 основных базовых вещей. Это фехтование, конечно. Мы же все-таки рыцари. Мы деремся на мечах, мы рыцари. 1 на 1 бои, да? Именно фехтование. Да, 1 на 1. Фехтовальная техника, блоки, удары, перемещения. Для тренера, соответственно, какой-то небольшой подготовительный курс по работе с учениками. Вот. Борцовская программа. Там буквально 2 основных броска, передняя, задняя подножка, подводка к ним, с ударной техникой, входом, захватом и прочим. И алебарда, которую проводил Алексей. В принципе, всего 6 занятий, в среднем по 2 часа. Ну и скажи, вот как ты считаешь, насколько вообще это эффективно? То есть так, когда ты не можешь корректировать человека, просто руками, то есть когда вот вы по онлайну ведете? Не, ну, конечно, эффективнее человека видеть. Эффективнее приехать в Бразилию на месяц. Вот. Но в силу расстояний, прочих условий требуются альтернативные варианты. В принципе, эффективно. То, что мы видим, можем корректировать. Просто сложнее. Это увеличивается во времени. То есть до какого-то уровня, в принципе, вот такими онлайн-тренировками можно человека довести, да? Да. Окей. Что, в общем, вы ему провели сколько таких тренировок? 6 занятий. По 2 занятия на каждую тему. По сколько часов? По 2 часа каждое занятие.
4. Иногда растягивалось, потому что были и сложности с настройкой, и в конце вопрос-ответ. По идее, семинар рассчитывается на 1,5-2 часа, но так мы любим то, чем мы занимаемся, мы готовы об этом говорить дольше. Ну и ребята там тоже, соответственно, были готовы. Да, единственное, у нас было ограничение, что когда у нас уже был час ночи, то есть у них там был день. То есть для нас как бы это было... Более того, когда у нас была зима, у них было лето. Да, причем когда у нас лето, у них тоже лето. Короче, вот вы им все это провели, и тебе нужно было ехать туда, чтобы провести какую-то аккредитацию, правильно я понимаю? Да, то есть как бы, у нас есть два варианта. То есть они могли пройти аккредитацию либо на каком-то мероприятии, где присутствуют представители ЧМБ Академии, то есть, например, на битве наций. Вот. Либо позвать к себе. То есть они выбрали второй вариант, они захотели, чтобы мы приехали к ним, еще раз провели им то же самое, только уже, как сказать, в реальной жизни, не онлайн, не через камеру. Вот. И это было, конечно, более продуктивно. Вот. Особенно для тренера это необходимо, потому что это, можно сказать, основная часть. То есть мы говорим предварительно, они пытаются что-то сделать, потом мы приезжаем на место и уже более обширно, более четко работаем с ними. Вот. И также, то есть для тренера было 6 занятий, а для бойцов было 3 занятия, на которых мы выясняли, что у них получилось из того, что мы им дали, и корректировали. Вот. То есть ты там в Бразилии, получается, еще 9 тренировок провел? Нет, провели 6 тренировок, потому что, грубо говоря, состоял таким образом, то есть первая тренировка, по 2 тренировки в день. Первая тренировка для бойца, на которой присутствует тренер, и тренеру добавляются дополнительные, как бы делаются дополнительные комментарии. Вот. А потом тренировка для тренера, где опять же мы рассматриваем пройденный курс и добавляем объяснения, как ему подготовить людей к знанию, к выполнению этих приемов, этой техники и прочего. Показываются приемы, показываются техники и обсуждаются методы тренировок. Значит, что мне не нравится? Если человек берет таким захватом, упирается мне в ключицу, получается, локоть находится достаточно высоко. Итак, Юр, ты прилетел в Сан-Паулу. И вообще, с кем ты именно контактировал? Что это за клуб или команда? Кто эти ребята? Клуб называется «Серебряный меч». Okay. Если мой английский позволит мне перевести, это правильно называется именно так. Шучу. Да, это я контактировал в основном с ними. Там есть Даниэль, который является маршалом в Бразилии, сертифицированным. Вот. Больше общался, конечно, с ним и с ребятами из клуба из того. И, они тебя встретили, там заселили в гостиницу? Они меня встретили. Сначала меня накормили. Молодцы, классные парни. Да. Отвезли в гостиницу, да. Тебе понадобилось какое-то время на акклиматизацию, или ты уже на следующий день начал проводить? Мы решили, не тратить время. Вот, и на следующий день сразу начали тренироваться. Окей. Чему ты их именно учил? Вот в сравнении там, с нашими тренировками, что ты им? В сравнении с нашими тренировками мы побежали, грубо говоря, верхами по темам для бойца, которым даем ребятам на первом году обучения. Опиши, пожалуйста, у тебя было 6 тренировок, ты сказал, они все были разные, или ты в каждую тренировку давал, в принципе, одно и то же? Нет, это 6 тренировок, все были разные. По методичке, по которой мы им высылали, по методике подготовки, есть, как я говорил, 3 основные группы мы разделяем. Это фехтование, потом ударная техника, которая приходит, ударная техника, борцовская техника, и алебарда стоит у нас особняком. Так как для ребят мы читаем общий курс, мы ударную технику с борцовской объединили, а алебарду читали как третьим разделом. И в таком ключе, с первого дня мы говорили про фехтование, то есть про базовые стойки, базовые удары, смотрел, как они бьют, подсказывал, как лучше поставить удар. Это днем, с утра. Вечером мы обсуждали уже, как нарабатывать это все, какие методики используем для постановки и ударов, и блоков, перемещения и прочего. Вечером у тебя был теоретический блок.
Нет, это оба блока были практические, просто первый был для бойца, то есть где я рассказывал бойцу, что он должен знать и уметь для того, чтобы защитить третий разряд. Вот. А второй блок, он был для тренера, где уже тренеру объяснялось, как он может научить, как перейти к этому методически, к тому, чтобы обучить бойцу этой технике. Ну вот как ты оцениваешь вот твой приезд? Действительно ли парни вот, ну, чему-то новому научились? Или, в общем-то, они так все это знали, просто нужно было, ну, закрепить, чтобы сертификат получить? Или вот ты им какие-то вещи рассказал, у них прям глаза открылись? Это хороший вопрос. Я не знаю. Объясню почему. Потому что ребята, к которым я приехал, были очень дисциплинированы. Что это значит? Все, что я им говорил, они все выполняли. То есть не было такого закатывания глаз, 10 тысяч вопросов, рекомендаций. А мы делаем вот так. То есть они все слушали, все повторяли в точности, как я им говорил. В конце, если возникали небольшие вопросы, когда я их спрашивал об этом, они мне их задавали. В целом, ребята уже были готовы. С точки зрения фехтования у них неплохая база. Вот. Но с точки зрения алебарды у них вообще нет этого. И ударная техника, переходящая в борцовскую технику, тоже пока в начальной стадии находится. Вот для них было, наверное, новым чем-то. Но опять же, так как у них эмоции были примерно всегда одинаковые, вот, я надеюсь, что они получили от меня что-то новое, интересное, и это им поможет. Тем более, что очень было приятно видеть, что когда мы проводили для них онлайн-курсы, они потом сбрасывали видео, где показывали, как они тренируются. И на видео видно было, что они отрабатывают именно то, что мы им давали. Так что как-то так. Сколько ребят у тебя принимали участие в тренировках? Ребят было немного, потому что изначально мы летели именно для тренера туда. Вот. В процессе подключилось еще 2 бойца. Должно было быть больше, но там кто-то то ли заболел, то ли еще что-то произошло. Ну, поэтому, в принципе, семинар был для 3 человек, проводился. Слушай, ну я видел, ты там сбрасывал какие-то видосы, где там на разминке, там человек 15 было. Это была уже их общая тренировка, на которой просто меня пригласили поучаствовать, поприсутствовать, и там много людей было, да. У них она раз в неделю такая общая тренировка? Да. Ну, по крайней мере, в ту неделю она была 1 раз. Но у них в этот день проводятся также 2 тренировки, потому что Фабио, который тренирует, который получил сертификат тренера, он тренирует ребят сначала, в первую половину дня с утра, а вторую половину дня они тренируются сами, уже в доспехах, одеваются, делаются. Так что у них достаточно долгая тренировка, как прямо у нас раньше. Хорошо, давай тогда поговорим прям про чисто бразильское СКСБ. Вот их тренировка, допустим, да, как она выглядит, вот типичная? Или они ее сразу подстраивали под то, что ты им говорил? Я думаю, что типичная тренировка, на самом деле, очень, опять же, так как они сами дисциплинированы, и на тренировке у них тоже достаточно высокий уровень дисциплины. То есть даже у нас больше индивидуальный подход, так или иначе. Да, мы все на тренировке делаем. Ваня Степанов, который тренирует у нас фехтование, дает всем комплексы, они все их выполняют. Но там люди прямо не как роботы встали в стойку, отрабатываем этот удар. И они встают, встают и отрабатывают именно этот удар. То есть четко, последовательно, друг за другом, прямо на каждый на свое место, на позицию, как вот мы в фильмах видим, когда мушкетеры фехтуют, вот прям вот 1 в 1. Вот. Но в саму тренировку, да, они включили пару моментов для разминки, которые я им давал. То есть, чтобы и самим попробовать, и заинтересовать людей. Я видел, ты им показывал наши упражнения с грушей. Да. Это понравилось им? Мне кажется, да. Я надеюсь. Дальше что они? Вот они отрабатывают там на месте, потом в парах, на мягком снаряжении или сразу одеваются в железо какое-нибудь? Нет, они первое, которое я видел, они отрабатывали чисто теорию. То есть они ставили именно блоки, удары. Не было спаррингов мягких у них. Его берегут. Причем отрабатывали, опять же, как люди, которые уже имеют доспех и достаточно хорошо работают в нем. Так, люди, которые только пришли. То есть ну, у них полезно, нет, чтобы навыки не забывать. Да, то есть прям это тоже очень сильно бросается в глаза. У нас все-таки такого уже у нас нет, да. То есть бывает иногда выходишь на спарринги с новенькими ребятами, и они начинают,
так лупить тебя, потому что у тебя этот навык уже утрачен, ты там оброс чем-то другим, там фехтовать перестал, потому что в бугур ты особо не пофехтуешь, а эти ребята наоборот. А они как раз в этом сейчас находятся. Да. То есть я иногда прихожу тут Так что не расслабляйтесь, с какими-то молодыми парнями, там, вышел на спарринг-гейм, бах-бах, отхватил, думаю, блин, я же вроде из сборной, а почему так случилось? Они оделись в доспехи. Да. Как вообще у них железки? Ну, ребята, к которым я приехал, железки у них, на мой взгляд, нормальные, то есть как бы хорошие. Они прям пропало то, что было раньше, когда людям предлагаешь, люди интересуются доспехами и покупают все, что ты им как бы предлагаешь. Вот, то есть они четко занимаются 15 веком, у них доспех 15 века, и они четко понимают, что им надо, что хорошо, что плохо. Ну, отлично, то есть комитет аутентичности как-то работает. Да, но там было, опять же, на этой тренировке было очень много, было очень много ребят из других, из других клубов. Давай. Что? Отлично. Дочкины запасы, кстати. Угу. Детский виски. Детский вискарят. Вот. Были из других клубов, и вот там все на уровне наших 2006 года, потому что там большие щели где-то, ну не наших именно, а вот те, с кем мы встречались, то есть большие щели, дыры, то есть многие не готовы терпеть, то есть есть проблемы, я им всех озвучил. И почему после этого они собрались и уехали. То есть приезжали еще ребята из других клубов, на эту общую тренировку? Да. Угу. Ты их раскритиковал, они расстроились и уехали? Я не знаю, ну просто причем они выслушали, как бы, и вроде все приняли, как бы, но все-таки, видимо, желание у ребят вот из Серебряного мяча и их товарищей, которые тоже остались, там осталось немного ребят, было больше. Они дались дольше, чем остальные, потому что все остальные подарились там буквально 3-4 сходки и разъехались. То есть у них тренировка вообще для нескольких клубов? Ну, в тот момент, да, они позвали всех. Это клуб всех. или команда? Что это? Какой? Клуб. Угу. И ребята приехали из других клубов тоже, из других городов, я понимаю, как мне объяснили. Вот. Но они не ради тебя приехали, это у них обычная история, то есть они раз в неделю, там, какой-то период. Я думаю, что кто-то приехал, как обычно, но большая часть, как мне сказали, что все-таки у них меньше людей на тренировке, видимо, приехали и из-за меня отчасти. Ну, а ты может быть, я себя льщу по этому поводу. расстроил, они уехали, Юр, ну как? Да, но я им особо ничего, кстати, зря не уехали, потому что, в принципе, там как проходило. То есть я в основном тренировки, я хотел посмотреть, как они тренируют, потому что для меня, как бы, опять же, как человек, который будет потом принимать экзамены у тренера и будет проводить ему аккредитацию непосредственно, было важно видеть, как они общаются с людьми, как они проводят тренировку, как у них все это организовано. Поэтому в первую часть я не вмешивался. То есть я смотрел, наблюдал, как бы, может быть, там чуть-чуть корректировал какие-то моменты. Вот. Пару раз там в основном не вмешивался вообще. А когда уже пошли вторая часть тренировки, и были спарринг-день, там я уже позволил себе немножко порекомендовать, то есть именно посоветовать ребятам, что делать на поле. Именно потому что они дрались 5 на 5, пока их было 5, потом стало 4 на 4. Вот. И что интересно, вот это для них было точно новое. Они об этом никогда не думали, потому что у них сразу начало получаться. Так, интересно. То есть работать вдвоем, как вдвоем завалить одного, потом как этому одному вырваться, уйти. То есть для них это было ново, то есть для них и для других. Потому что если для кого-то из них это было бы уже знакомо, то у них бы, скорее всего, не получилось. Потому что человек, который знает, что с ним собираются делать, он может защититься от этого. Они не понимали, что происходит. То есть, как бы, вот. И вот так поэтапно, то есть для них это было действительно интересно. У них получилось, что было приятно мне. А в целом вот у них вот уровень боев, ты бы его оценил, там, если брать вот наш российский уровень, там, какой-то исторический период, то есть. Но в целом, вот та команда, которую видел я, которая осталась до конца, у них очень неплохой уровень базовый. Вот, и в принципе, я думаю, через пару лет, если они продолжат в том же духе, будут постоянно обучаться, набираться опыта. Причем надо, конечно, вырываться, больше ездить,
сталкиваются с другими командами, потому что они впитывают сейчас, они там молодые в основном ребята, и впитывают как губка все это. Вот. Они могут соперничать с европейскими командами вполне себе без проблем. Может быть, да, с какими-то командами даже сейчас. Ну вот если бы, допустим, если бы первую лигу не упразднили в этом сезоне, то есть если бы мы их привезли в Россию на турниры первой лиги, нормально они бы дали бы? Ну, я думаю, что кого-нибудь они выиграли бы. То есть, как бы там треть команд выиграли. Потому что наша первая лига, мы понимаем, тогда это была все-таки условная первая лига, поскольку там были люди, которые занимались и 15 лет, просто они не переходили в высшую по своим каким-то соображениям, что здесь как бы, что там можно получить, а здесь как бы можно раздать. Были такие люди, мы об этом знаем, поэтому если исключить вот этих людей, то они там все бы могли бы. Нормально, да. Юр, расскажи нам про Бразилию. Как там вообще? Слушай, мы очень похожи на Россию. Шезлонги тоже почти такие. Тоже белый, песок. В принципе... Пальмы. Деревья тоже есть, пальмы называется у них по-другому немножко. А так все хорошо. В Бразилии тепло. Слушай, ну ты когда туда собирался, я помню, что мы, ну как бы в шутку нет, но все за тебя переживали, потому что у Бразилии такая репутация, что знаешь, что в методичках на чемпионат, на Олимпиаду в Рио писали, что когда вас будут грабить, имейте с собой второй телефон, то есть не если, а когда. И поэтому мы думали, что как бы не приключилось ли там как с тобой беды. Расскажи вот там. Чувствуется эта опасность там в воздухе? Нет, нет. Ну, я был все-таки не в Рио, я был в Сан-Паулу. Он поспокойнее считается, да? Ну, он считается поспокойнее, да, это как бы типа бизнес-столица Бразилии, как я понимаю, поэтому там спокойнее. Хотя я там видел энное количество бездомных. Вот из контрастов, да, вот как говорят, что там есть очень богатые, очень бедные, как бы вот этого я, может быть, не почувствовал. А вот то, что чистый город, но при этом спонтанно появляющиеся где-то палатки с бездомными, это, конечно, вот, ну, необычно. Просто люди вот так живут. То есть ты едешь, у тебя бездомные, вот, хотя вот улица сама чистая. Просто я помню, как было у нас 90-е, да, то есть было и то, и другое, и улицы были не очень чистые. Разруха есть разруха. Там нет разрухи. Вот есть вот такой вот. То есть просто элемент. Там, ну, такая норма жизни. Ну, получается, да. То есть, как бы, сейчас, понимаю, многие потеряли работу и в связи с этим появились, ну, хотя странно. При этом возили тебя на бронированном джипе. Да. Я узнал об этом только на третий день. Когда начали стрелять? Почти. Когда увидел толщину стекла. Вот. И оказалось, что это бронированный джип. Вообще там, как говорится, спокойно, но была ситуация, что хозяина этого джипа хотели в свое время застрелить. То есть, причем, как бы не сразу решили, как бы, забрали деньги, понимаю, и думали потом, застрелить или нет, потому что лицом он был похож на полицейского. Решили в итоге не стрелять. А когда он вернулся домой, он сказал семье, что семья, пора купить бронированный джип. Понятно. Сколько можно терпеть. Бог дал знак, что лучше в следующий раз. Так что везде меня возили на бронированном джипе, это было, конечно, здорово. Огромном бронированном джипе. Вот, ну это же Бразилия, там бразильское джиу-джитсу, всякие латиноамериканские танцы, там нет такого, что там на каждом углу люди на полу борются и танцуют, другие рядышком? Нет, как у нас такого нет. Что такое-то? Это практически как у нас, то есть у нас нет балалаек, нет медведей на улице, сплошное разочарование. Да, не видел никого, к сожалению, очень... Опять же, не было вот этого предкарнавального у них сезона, хотя они все-таки провели карнавал. Когда вот я был, там этого не было, поэтому не было их бразильянок с перьями, торчащими из голов или откуда там у них.
Ну, Сан-Паулу, он типа на берегу, да? Океана. Сан-Паулу нет, он находится где-то в 100 километрах, наверное, от берега. То есть вы просто еще отдельно катались на... Да, меня на этом же бронированном джипе меня отдельно повезли на побережье океана. Я впервые увидел океан и почти умер От восторга? от восторга, что меня он пытался утащить. Причем они меня предупредили, что вот туда, говорит, смотри, вот стрелочки, там такие вот красные стрелки, опасно написано. Говорит, здесь, говорит, может утянуть, немножко тянет. Я послушал это, было сказано так буднично, что я не до конца поверил в это все. Ну, типа, как там, насколько сильно утянет? Да фигня, да. Я же был на море, я там, когда же жил на море какое-то время. И когда я поплыл, как бы не поплыл, а пошел. Причем они все там ходят по мели рядом. Я думаю, как дети все. А сами волны красивые там, хорошие. Я пошел туда. И когда я услышал крики сзади, это кричали ребята, я понял, что что-то не так. Я повернулся назад и понял, что меня уже несет просто в океан, утягивает со страшной силой. Я пытался с ним бороться, как учат. То есть, там в сторону нужно плыть? Плыть вдоль побережья. Потому что там вот этот тягун где-то 15 метров, там, может больше. Там. Ага. Не помогало. То есть там и что-то еще. Я понял, что надо плыть обратно просто и набить на все. И вот благодаря этому я выплыл. Причем, когда я с ними говорил, говорит, а мы видим, что ты говорит, плывешь вдоль берега. Мы уже думаем, как в Россию звонить извиняться. Да. Причем, говорит, они пытались дойти за мной, но когда я их тоже потянул, они как бы увидели, что я плыву обратно и порадовались этому. А почему не работало вот это вот плавание в Там, бок? получается, тянет очень-очень большое расстояние, протянет практически весь берег, полностью утягивает. И там прям стрелки, то есть идешь по берегу, они везде стоят. Все такое. Слушай, будьте осторожны. Да, все правильно. Ну, это был первый опыт вот такого международного и, ну, в общем, первый опыт во многом и обучения онлайн, и международного обучения, да? Да, безусловно. Ну, теперь это путь пройден, и в целом может из любой страны вам человек написать, вы можете также провести и потом приехать. Причем у нас уже есть, нам уже пишут, уже готовится следующий цикл онлайн-подготовки и с последующим выездом на место. Это круто, мне очень нравится. Мне тоже. Слушай, хорошо, это было еще в 2020 году, да? Или ты уже в этом летал? В этом, 21-м летал. В 20-м у нас был как раз рубеж 20-21 года. Мы начали подготовку в конце ноября, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, курс растянулся, потому что у нас там и Алексей заболел. Вот. И ребят тоже там были проблемы с нашей коронавирусной ситуацией. Вот. И поэтому мы закончили после праздников, январских праздников, курс. Полетели мы туда уже в феврале. Вопрос, то есть не про ЕСБ, но актуальный. Как ты вообще добирался, как было? Ну, как ты летел? Это было. Ну, сложно. Вообще Бразилию виза нужна? Нет, Бразилию виза не нужна. Но тот рейс, которым летел у меня была пересадка 15 часов, я был в аэропорту в Стамбуле. Только в аэропорту. Я изучил весь аэропорт. Так что, если кому что-то надо, пишите, я все расскажу. Ты туркишем летел? Turkish Airlines? Да. У них же есть эта возможность, там, экскурсии по Стамбулу, гостиница определительная. Я 15 часов сидел, это было вечернее, ночное время, поэтому ничего такого. Более того, на обратном пути я пытался получить бесплатный отель. Мне это сделать не получилось, потому что очень хитрая система. Такое ощущение, что они максимально пытаются избежать вот этого предоставления вам логично, да. отелей, еды или времяпрепровождения вашего. Так что я заранее купил себе, не на правах рекламы, сделал себе... Но тут была бы уместна реклама какого-нибудь. Ну, вы поняли. Да, Priority Pass. Priority Pass. А где у них тренировка происходит? У них там спортзал? Там, как я сказал, эквилибриум. Там у них здания как в эквилибриуме все. Это здание университета. Вот, там есть качалка. Там есть мягкий зал с татами. Они тренируются, если дождь, то на паркинге. Как бы странно это не звучало. Там, причем у них там все есть для уборки этого паркинга. Вот, там ресталище. Если погода... На паркинге стоит ресталище? Да, товарищеское ресталище. Соответственно, если погода хорошая, они берут всей толпой, выносят ресталище на поле, там полянка, перед университетом, и тренируются на открытом поле, где я сгорел в тот день, через облака.
Что, ты не знаешь, то есть они вот в том же университете у них зал, то есть никаких, как они его снимают, или им там помогает как-то университет. Вообще, вот удалось ли тебе узнать, как у них вообще развивается этот спорт? Ну, я что-то забыл из того, что я задавал много вопросов. Это был для меня, опять же, интересный опыт с точки зрения практики. Я пытался практиковать английский язык, поэтому, может быть, я понял не все досконально. Вот, но они ведут очень, как бы сказать, активную общественную жизнь. И поэтому, как понимаю, университет просто предоставляет эту территорию, они не арендуют, им просто предоставляется, то есть как бы на государственную программу. Они в Сочи, наверное, в каких-нибудь там мероприятиях участвуют, показухах, это так, да? Нет, про это ничего не говорили. А тогда какого рода общественная деятельность у них? Ну, у них могут заниматься студенты. То есть, я как понимаю, я не знаю точно их бартера, то есть я, может быть, этого даже не уточнял, как бы. Но тем не менее, то есть, но тем не менее, да, про деньги там разговоры, как бы, они не говорили, что они там платят за это деньги и получают. Это больше было именно похоже, как будто они дружат с этим университетом помогает. Вот ты, получается, общался с одной командой в одном городе, а про вот все ЕСБ в Бразилии что-то общее там, ты узнал? Я общался с 2 или даже 3 представителями разных команд. Вот. Те, кто проходили аккредитацию, там только один был человек из другой команды. Вот. Ну, конечно, про все СБ в Бразилии я не знаю. То есть про тот район Бразилии все понятно. Говорят, что есть там где-то кто-то ребята какие-то на юге еще, там опять же был представитель из южного клуба, это их друг там. Вот. Он тоже был очень хорош. Он такой похож на Маргулиса в начале. То есть такой вот. Такой прям всем горит, ему все хочется. Он всем горит, бегает, носится, делает там, то есть он не боится совершать эти ошибки, что позволяет ему делать намного больше на поле. То есть как бы он такой очень прям прикольный. Вот. К сожалению, он живет где-то на юге. Ну, Бразилия, страна тоже огромная. Да, конечно. Вот. И он приехал тоже к ним на тренировку, он к ним периодически, видимо, делает совместные тренировки. А с другими южноамериканскими командами они как-то взаимодействуют? Ну, они стараются как можно больше со всеми взаимодействовать. Но, видимо, опять же, с период коронавируса есть некоторые проблемы по этому поводу. Вообще, как бы стараются. Они устраивают, вот именно вот, представители этого клуба устраивают турниры у себя, всякие там приключенческие у них там, не знаю, как назвать это. Квесты. Типа квестов, да, где опять же присутствуют рыцари, где они выступают. Очень так, не показывали видео, очень интересно. Этот клуб, ты понял, то есть там он типа топовый или просто самый инициативный? Я не знаю про их градацию, но для этого надо, наверное, всех все-таки столкнуть и посмотреть, что будет. Ну, может, они говорили, может, они там чемпионы Бразилии там последние 10 лет. Ну, они в поединках очень неплохие. То есть для групповых боевых им не хватает людей, как я понял, пока что. То есть они их готовят. Хотя, говорит, у них, судя по коллективу, который видел я, они вполне себе могут собрать нормальную команду и очень эффективно выступать. Мне Игорь Кравчик говорил про каких-то еще ребят в Бразилии, я про них не знаю. Вот. А про тех, которые видел, как бы я про уровень их сказал. А железки они где закупают? Ой, не рассказали, но я понимаю, что не в Бразилии. В Бразилии с этим проблема, да. Как я понял, с этим проблема, да. Вот я им привозил непосредственно и от нас рукавицы, и какие-то элементы наступать. Ну, как бы фальшо привез, еще какие-то там топоры. То есть такого у них там нет. То есть как-то так, как я понимаю. Говорили ли вы про какое-то дальнейшее взаимодействие? Или вот, сейчас, я так понимаю, там курс для тренеров, курс для бойца там 3-й категории, повышать дальше категории, то есть будут ли они еще? Да, сейчас прям сейчас ведутся переговоры на следующий этап, как раз, потому что ребят там, к сожалению, получилось так, я даже сам был немножко удивлен, что из 3 ребят один все-таки не сдал, завалил экзамен. То есть это не тот экзамен, короче, на который главное прийти, да?
Ну вот, ну как бы опять же, для меня это был экзамен, типа, как, ну я думал, что он все просто, но оказалось, что нет. Потому что он состоит из двух, из практической части и теоретической. То есть практическая часть там, где я просто прошу говорит, показать что-то определенное, допустим, там, стойку, блок, защиту, перемещение, какой-то элемент броска произвести. Большой набор этих заданий? Нет, все базовое, там порядка 30-36 вопросов теоретических и практическая часть минут 15. Ну, 36 вопросов все равно, наверное, немало, если ты этим не занимаешься, там, 10 лет. Если ты этим не занимаешься, ты, конечно, не ответишь. Но, опять же, при курсе подготовки, кроме того, что мы объясняем, мы высылаем методичку, в которой все подробно написано. И, в принципе, все вопросы, которые есть, они все сформулированы из методички. То есть они просто, грубо говоря, взята тема и задан к ней вопрос. Поэтому, в принципе, то есть, как бы, человек, который прочитал методичку, должен как бы понимать. Ну да, но я к тому, что у тебя просто колоссальный опыт, если тебе эти вопросы тебя ночью разбуди, и ты ответишь. Там все-таки, С одной стороны, да, но с другой стороны нет, как оказалось. Потому что есть часть, которая отвечает за правила. Ну да. И правила периодически меняются. Как бы там стыдно не было, но я был удивлен, что у нас в HMB время заканчивается, то есть период, которым мы занимаемся, заканчивается 17 веком. Как бы, ты знал об этом? Вот, теперь ты знаешь об этом. Я об этом просто никогда не задумывался, но я думал меньше. Я тоже думал. Я думал вообще 13-14, как бы, но... Так. Не, я думал, 15-й, я думал хорошо. 14-16. Валим себя сейчас вообще. Вырезать это. Вот. Ну и опять же, то есть там по правилам, оказывается, можно срывать щит человека. Тоже я этого не знал. Можно делать захват за оружие клинковое. Так. Если ты не хватаешь его рукой, а, допустим, хватаешь его... За локоть, локоть, подмышку. Да, за локоть, подмышку. Короче, завалить можно, я понял. Да там даже не завалить, то есть, как бы, опять же, там все написано. Ну, в смысле, я имею в виду, что если вот меня сейчас спросить, да, я... Да, можно пару вопросов не ответить, конечно. Но, в принципе, там, опять же, то есть, нет такого, что должен ответить на все вопросы. Там, если ты не отвечаешь на 2, допустимо. В принципе, опять же, трудности перевода. Впрочем, мы столкнулись с этим, трудности перевода были. К несчастью, но мы решили этот вопрос. Итак, у тебя 3 человека, 3 тренера, 2 бойца. Один тренер, 2 бойца. 1 тренер, 2 бойца. И получается, вопросы у них одинаковые? Нет, у тренера чуть больше вопросов, да. конечно. И кто-то не сдал? Не сдал боец. Не сдал боец. Тренер сдал? Ну хорошо, что тренер сдал. Нет, тренер там, опять же, то есть, как бы он меня удивил, это Фабио. Я обратил внимание, что он что-то записывает в книжечку, в тетрадочку. Причем, что у него есть методичка. Я попросил у него тетрадочку. Там я прям сфотографировал потом у него. У него очень подробно все написано, как прям у меня в 2002 году, когда я была в своей команде. У него все списки. Подробно написано, какие приемы, как выполнять, пометочки. Слушай, классно. Фехтовальные, по перемещению, как перемещаться. То есть у него прям такая вот. Слушай, я, честно говоря, думал, что бразильцы, как знаешь, как многие южане, такие типа, сиеста, все дела. Я тоже думал, что я приеду и вижу скорее ролевиков, чем как бы, но там прям... Короче, парни с подходом и потенциалом, то есть могут реально очень... выстрелить там в регионе, регион это здорово, это Южная Америка, да, или в перспективе сразу 2 Америки, круто, это очень здорово, что с таким подходом. Это реально, вот ты сейчас когда сказал про ролевиков, я так и думал тоже, что... значит, уже сформировалось поколение, которое к этому относится вот серьезно. То есть у них есть тетрадочка. Классно. Хорошо. 2 человека у тебя сдали, не сдал, и вы сейчас думаете над продолжением. Да, мы сейчас думаем над продолжением, потому что, опять же, человек, который не сдал, у него есть полгода для того, чтобы пересдать. Он прям матеро завалил или там буквально пару? Завалил. Окей. Вот. Точнее, есть полгода, да, поэтому как бы есть, вот он сейчас хочет попробовать сдать еще раз, доздать на тренера, потому что у него тоже есть свой зал, причем такой зал неплохой. И вот он хочет как бы получить корочки тренера для того, чтобы уже иметь сертификат тренера и официально представляться как тренер, который будет преподавать. Слушай, а вы с ними не говорили о том, чтобы они приехали к нам? То есть я понимаю, что дешевле тебя привезти туда, чем мы втроем приехать. Да, мы говорили об этом.
им это интересно, ну так дешевле меня привезти туда, это как бы так. То есть должно как-то совпасть что-то, да? Да, но они думают либо приехать на какой-нибудь фестиваль сюда и здесь задержаться, например, чтобы в нашей школе походить на тренировки. Хотя бы там, ну, пару неделек провести с нами, потому что, ну, это, я думаю, будет полезно. Ну да, так-то лететь из Бразилии ради 2 дней бессмысленно, так на пару недель действительно, да. Ну, то есть есть смысл для себя приехать как в лагерь спортивный. Опять же, то есть сейчас мы обсуждаем вариант лагеря. Я им это не предлагал, но в целом в ЧМБ обсуждаем вариант лагеря летом, куда можно привезти и наших ребят из сборной, и ребят из других стран, если они захотят поучаствовать в этом сборе. Это будет очень полезно. Ну, мне кажется, что если вот, точнее, когда границу откроют, для иностранцев должно быть просто это интересным оффером, предложением приехать к нам на какой-то лагерь, да, потому что так или иначе, знаешь, если ты, скажем, фанат карате, для тебя Мекка — это Япония, посетить хотя бы раз там вместе, там, даже не Япония, а Окинава, да, если ты занимаешься бразильским джиу-джитсу, ты мечтаешь там как раз в Бразилию. А если ИСБ, то, мне кажется, Россия отличный вариант. Да. Так что, когда границу откроют, можно сделать. Кроме тренировок, там, наверняка у тебя была какая-то культурная программа, то есть там, ребята тебе показывали город, вообще красивый город, нет? Честно говоря, они пытались показать мне город, но у нас было так мало времени. Я рано утром уезжал на тренировку и возвращался уже часов в 9 вечера домой, потому что у них в 8 часов еда, закрываются все рестораны. Они меня 8 часов кормили, мы ехали в отеле. Я приезжал никакой, честно говоря, в отель. Ложился спать, и вот было буквально там несколько дней, когда мы смогли погулять. Они меня в городе они меня сводили в их местный костел. Классный, очень красивый костел. На удивление, когда вот видишь католический храм среди пальм, это, конечно, выглядит своеобразно. Вот. Очень красивое место. Вот. Очень вежливые вокруг люди. Ну, потому что половина может быть со стволами. Возможно, не знаю. Но в принципе они как-то вежливые, такие южные. Ну, я то же самое про Швейцарию слышал, типа там все со стволами, все очень вежливые. Вот. Видел Гачинью. Гачинья? Кто это? Это вот как раз вот девушка, они называют их девушка. Я посмотрел переводчики, называется это котенок. Котенок. Котенок, да. Но они меня учили своим словам каким-то. А вот когда мы шли, говорит, шла девушка по пляжу с доской для серфинга. Что-то такое, как вы называете, говорит, гачинья. Типа так можно обращаться только либо к близкому человеку, как бы. То есть ко всем на улице нельзя. И один раз мы ехали на бронированном джипе уже обратно домой, и я на улице вижу, говорит, о, говорит, гачинья. Решил попрактиковать. Просто красивая девчонка, да? Они посмотрели, сказали, не, говорит, не гачинья. И это было оно. Стояло на улице. Я понял. В общем, такая история. Я не знаю, может, где на канале говорить такие вещи, но да. Да? Мы же в России живем. Да. Слушай, не знаю, что они вообще едят? Какая у них кухня? Как тебя кормили? Ну, потому что, когда мы были в Китае, помнишь, мы там вообще, не могли найти нормальную, понятную нам еду. Да, это вот этот утка по-пекински, где... Половину, которую выбрасывают. Половину, самую вкусную часть. Вот, странно. Нет, там они меня водили постоянно в разные места, где кормить, чтобы вот этим показать тоже кухню. Мы ходили в разные... Очень много мяса, вкусного мяса, свежего. Ну, в принципе, очень похоже на нашу кухню, только там было много мяса. На побережье там как бы ели свежих осьминогов в салатах. То есть, опять же, почувствовал разницу между свежими и несвежими устрицами. То есть тебе и не свежие тоже давай попробуем. Ну, мы когда ездили в Сан-Паулу, ели устриц, как бы, они, причем, как бы, вот, мы ходили с Даниэлем, Даниэль не брал эти еду. Когда я спрашивал, почему, он говорит, мне не нравится, как здесь готовят. Я взял, потому что, как бы, я никогда не пробовал, что-то пробовать. Мне не понравилось, а потом пришли на побережье, переехали, и там были опять устрицы, и там вот я понял, почувствовал разницу, они там реально были вкусные. И устрицы, и осьминоги, потому что они были свежие, только приготовлены, выловленные, только что поймали, не знаю. Ну, сами ребята, сами бразильцы у тебя оставили положительное впечатление, то есть я так понимаю, что они такие радушные были хозяева. Да, очень, на самом деле я даже не ожидал. То есть, у нас и говорил, что там должны как бы кормить, проживание, но настолько они будут душевно принимать, было очень неожиданно. Там под конец подарили подарки моей жене, моим детям передали, то есть как бы, очень классно.
ну, прям приятно. И они сами внутри живут, как бы очень близко общаются всеми семьями целыми. Тоже, может быть, это просто такая, я попал в эту часть, такую как бы, но вот они прям реально, то есть у них такие. Ну, я слышал, что это, близкие знаешь, отношения. свойственно именно для католических стран, что у них семья, как бы, огромная ценность, и поэтому вот они вот все вот так вот. Да, но при том, что католические, мы были в одной семье, которые ярые коммунисты, то есть как не католики. И у них все равно такие между друг другом такие же отношения, то есть они прям там. Они очень себя свободно чувствуют, то есть приходя в гости к кому-то, да, то есть находясь у друга в гостях, они себя свободно чувствуют, как у себя дома, очень приятно. А мне еще, кстати, еще понравилось, прям неожиданно было, день, наверное, на 7-й, когда мы сколько были. там вообще все было? Я что-то упустил. Я был около 10 дней. Ага. Ну, я не знаю, с перелетами туда это 11, ну, наверное, меньше все-таки было, не 9 там, наверное, все-таки было. Вот. Было уже поздно, я чувствовал немножко себя неловко, наверное, потому что я понимаю, что, наверное, надо идти. А они как бы вот разговаривают, общаются, веселятся. Я подошел к переводчику и говорю, слушай, говорит, может быть, пора уже домой ехать. А он говорит, а они готовы? Они давно готовы, они тебя ждут. Потому что они, говорит, тебе никогда не скажут, что пора идти, потому что ты гость, как бы, и, то есть твоя как бы воля, как бы, твое желание, то есть как бы первостепенно. Это прям, я потом начал обращать внимание, что это везде происходит так. Они ждут, пока только бы скажут, ребят, пойдемте. Ну, пойдем. Слушай, очень интересно, конечно. Я бы с большим удовольствием съездил в те края, потому что, ну... Они тебя знают. Да? Здорово. Ну, типа, просто другой мир, там, другое полушарие, да, и это интересно. Общались вы на английском? У тебя был переводчик с английского или с русского? У нас был русский переводчик. Он, кстати, сгорел раньше меня. А вот, он живет в Сан-Паулу уже лет, по-моему, говорил, 10-15, то есть там. Ну, вот, из России переехал. И он переводил на португальский сразу. Ну, вот, а последние вот 2 дня, когда переводчика уже не было, мы общались на английском. Это для меня была отличная практика. Я не скажу, что я стал лучше разговаривать, но я стал лучше понимать. Для меня это было прям... Свободнее начал, наверное, чувствовать, да? Да, очень намного. То есть я, причем была ситуация, опять же, вернулся сюда. Это было 2 дня общался с ними на английском, потом еще в перелете общался на английском. И когда я приехал сюда, лег спать, ко мне пришел сын, начал будить, что папа, пора пойти покушать. И я начал с ним говорить по-английски. Мама, папа с ума сошел. Да. Я понял, что что-то не так, когда я услышал уже разговоры сына с супругой. Он говорит, что мама, папа говорит на каком-то другом языке, что делать? Все, ему голову промыли, все. Слушай, Юр, было очень интересно, я вообще и рад, что ты съездил, потому что Я сам рад. Видно, что тебе очень понравилось. Я рад, что там такие ребята оказались, ну и по-человечески душевно, что они, знаешь, мы реально за тебя переживали, вот, ну так, без шуток, да, потому что, ну, мало ли что. Вот, ну и то, что они как спортсмены такие ответственные, дисциплинированные, это очень круто. В общем, со всех сторон классно, классный опыт. И спасибо, что мы сегодня вот у тебя дома. Ну, будем? Будем. Чай. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте называть и колокольчик, что там еще на ютубе. Все правильно, Юр. Донатьте. Да, уже можно. Уже пора донатить. Все, ребят, спасибо, надеюсь, вам было интересно. Счастливо, пока.